Всех приветствую, вы на канале Узнал Сейчас, и я хочу поговорить о следующем способе выделения, то есть выделение переднего плана, как это работает. Принцип похожий на то же самое лассо. К примеру, я создаю примерный контур сперва, только этот метод немножко по времязатратности он больше, чем то же самое, те же самые ножницы, то же самое там просто лассо, да, но у него есть тоже свои плюсы, он похож на ножницы, но им легко воспользоваться, когда вы хотите вот отделить конкретно какой-то цвет от фона, да, то есть какой-то вот объект, который имеет не так много цветов, то есть вот сам Геральт у нас сейчас имеет очень много цветов, и это намного сложнее отделить. Ну, что мы делаем? В принципе, похоже так же, как в лассо, можно брать, переносить. Сейчас я быстренько выделю. Пока что я выделяю, вы можете подписаться на канал, посоветовать другу. Мы здесь будем изучать очень много интересного, знакомого другу. То есть мы изучим графику, изучим моделирование, программирование, работа в программе Unity. И также разработка игр, приложений. Вот. Ну, а сейчас что? Сейчас я сделал примерно обводку, нажимаю Enter. У меня появляется некая такая маска, да, в которой я сейчас буду работать. Как здесь все работает? Первое, радиус растушевки, это по стандарту, мы смотрели в предыдущих видео. Помещение переднего плана. У нас есть несколько планов. Задний план, который мы хотим отделить, и передний план. Здесь мы берем нашу кисточку, настраиваем толщину. Сейчас возьму побольше, чтобы сразу выделить самое основное. Проводим по объекту. И он у нас начинает появляться в цвете. Вот это еле-еле, который синий цвет, да, это отвечает за неизвестную область. То есть еще наша программа не понимает, что мы здесь имеем в виду. Это либо задний фон, либо передний, что мы хотим выделить. Далее, здесь можно чуть кисточку убрать. Более такие места, где пройти более детально надо. Вот, ну, на самом деле способ по времени, как я и говорил в начале видео, очень много требует, и из-за этого я им, честно, и не пользуюсь. Проще, наверное, взять уже и лассо и просто пойти по контуру персонажа. Хотя, ну вот тоже видите, как бы и свои плюсы, и минусы. То есть, если здесь идти по контуру, здесь очень много пришлось бы, наверное, проходить. А здесь мы будем надеяться на программу, что она сделает как-нибудь все это красивенько. Вот мы видим, я уже где-то захватил фон, что на самом деле не очень желательно. Но мы можем сделать обратное. Так как мы можем выделить и участок, который относится к переднему плану, мы можем выделить и участок, который относится к заднему плану. Сейчас я покажу. Тут только пальцем выделяю нашему Геральду. Тут такие перчатки кожаные у него классные. Вот. Ну, тут еще кусочек. Вот, у нас есть как помечать передний план, помечать фон. И, допустим, у нас здесь где-то уже появился фон, который мы не хотим видеть, и он становится более темный цвет. Более темно-синий, меньше прозрачности. Ну и дальше снова берем помечать передний план. Вот тут, допустим, его дополнительный меч. Я не знаю, какой он, серебряный либо стальной, но мы его тоже отметим. Вот, далее у него здесь есть арбалет. Пока что я этим занимаюсь, вы можете написать в комментарии, кто играл в Ведьмака. И какие использовали способности. Какой у вас был билд на Ведьмаке? Интересно послушать. Так, ну примерно да, вот я сделал выделение. Конечно, есть какие-то нюансы. Что-то можно еще добавить, чтобы это более-менее как-то выглядело, да, в дальнейшем. Ну, что-то уже из этого выходит. Далее, что у нас есть? В оттенок серого можем посмотреть. То есть, ну, может, кому-то так удобнее. Не знаю, это, наверное, для более профессионалов. Я вам показываю самый простой метод. Здесь вы можете настроить, какой будет этот цвет сам. Ну, это, наверное, какая-то вообще изюминка для тех, кому вот хочется прям вот так. Я люблю такой цвет, и он так будет. Далее, здесь есть способы проходов, то есть глобальные на всю карту, либо вот то, что мы сейчас выбрали. Здесь есть уровни, чем мы больше ставим, тем он больше пытается и пройти, соединить цвета, похожие на этот. Но это все будет зависеть от рендера. Давайте попробуем на максималочках. Теперь же, когда я сделал выделенную область, мы можем добавить альфа-канал, так как изображение, скорее всего, в JPEG, но оно и будет в JPEG. То, что здесь PNG незачем. Нажимаю Enter. Ой, не там Enter. Сперва надо выбрать
саму нашу рабочую сцену. Enter. Ну и пока что идет просчет. Он довольно-таки быстро прошел. Снова Enter. Вот наше выделение, которое получилось. Ну, как мы здесь видим, очень много захватилось фона, который бы нам, в принципе-то, и не нужен, да? А где-то много лишнего. А где-то вот наоборот нужные моменты. Ну, вот такой вот способ. Попробую сейчас вернуть. Нет, вернуть не получается. То есть, ну, здесь вот как у вас уже получилось, так оно и остается. Это, конечно, большой минус. Что далее? Далее мы можем выбранную нашу область сделать инвертировать. То есть это перевести не самого персонажа, а задний фон. Мы добавляем еще дополнительную рамочку на все окно нашего изображения. И далее заходим правка, очистить. И вот получается наш Геральт. Ну, здесь уже останется только стеркой пройти. То есть вот здесь сама растушевка еще 9, очень много. Надо было чуть поменьше поставить. То есть мы видим, это некая прозрачность идет. 9 пикселей. Ну и плюс еще сам фон. Вот такой еще метод есть работы с выделением персонажа. Ну, как я вам говорил, допустим, самое эффективное это свободное выделение, более-менее это ножницы. Ну и самое время затратное, ну, имеет некий смысл, это выделение переднего плана. Когда у вас задний фон, допустим, размытый очень сильно, да, вообще другие цвета, тогда это немного проще. Когда вот, допустим, цвета очень похожи, они приблизительны, тогда вот, как мы видим, здесь намного сложнее. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в комментарии. Также подписываемся, ставим лайк, нажимаем на колокольчик. И всего вам хорошего. Пока.